Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на своем канале и в нашем беспорядке. Сегодня видео у нас пойдет про покраску стен. Сами стены мы в видео красить не будем, просто покажем наши цветовые решения в квартире, которые у нас получились. Расскажем, наверное, какие-то плюсы, какие-то минусы красок, которые вот мы приобретали, покупали, и наши небольшие ошибки. Находимся мы сейчас в коридоре, всем уже знакомый коридор, кто давно подписан на наш канал. У нас коридор сделан таким светло-фисташковым цветом. Это второй цвет, который мы хотели сюда использовать. У нас получается кухня и коридор выполнены в одном стиле, в одном цвете, потому что в них лежит одна плитка, и чтобы это выглядело более-менее гармонично. Цвет очень приятный, глазам не давит, не темный, не светлый. Стены отлично укрылись ими. Краску мы использовали Luxness или Luxsense, правильно, не знаю, как произносить. Ссылочку в описании дам, какую краску использовали. На белой основе. Ну, где-то баночка стоит в другой комнате, когда пройдем, покажу. На балкончике мы использовали точно такую же краску, чтобы помещение у нас казалось единым. В принципе, получилось достаточно прикольно. Здесь портал мы не стали обрамлять никакими ни деревяхами, ни другим цветом. Тоже сделали все в один цвет. К сожалению, цвет не особо передается через видео, потому что снимаем на телефон. Не особо все красиво получается. Не так ярко и приятно, как есть на самом деле. Изначально мы хотели немного другой цвет использовать на кухне. Сейчас покажу. Ну, здесь вот под духовочкой видно его. Он какой-то мятный, синий. Когда мы выкрасили две стены, мы поняли, что этот цвет слишком синит, и кухня будет получаться немного неудачно. Поэтому мы изменили цвет. Краска также используется Luxsense на белой основе, база B. Вот. И, в принципе, эта зеленая краска в один слой достаточно хорошо перекрыла. Ну, тут есть маленькие вот недочеты, но их вообще, в принципе, с расстояния даже не видно. А так вот в один цвет отлично перекрыло все. Да. Самое интересное у нас, так сказать, а-ля дизайнерское решение получилось по цвету в туалете. Тут немножко вытяжка работает, возможно, будет шумно, но микрофон нормально пишет. Изначально все должно быть немножко было по-другому. Мы делали здесь фактурную штукатурку. К сожалению, видео, как мы это делали, нет, потому что спешим быстрее, чтобы переехать. Из обычной шпатлевки наносили ляпушки и приглаживали их. Получилось вот так вот фактурно. Под светло-серым цветом у нас находится черный цвет. К сожалению, изначально такого не должно было получиться. Мы выбирали графитово-серый цвет, он намного светлее. Но нам колористы в Леруа немножко напутали и намешали цвет не на белой основе, а на прозрачной. После высыхания и испарения воды из краски, краска очень сильно темнеет. И вместо графитового мы получили черный цвет, матовый. Кстати, фотки приложу, как получились, у меня есть. Возможно, ну, супруге, кстати, больше нравится, как было черным до покраски. Ну, это спорное решение, как бы вроде бы это классно выглядело, достаточно строго и стильно, но в то же время достаточно мрачно, и стены сильно давили. После выделения светло-серой краски вот этих всех неровностей стало немножко интереснее, не так стильно, наверное, но все-таки прикольно. По цвету, по краскам в туалете пока все, закончим. Про туалет, когда доделаем, в принципе, про весь готовый, я уже отдельно видео сниму. Так что подписывайтесь на канал, кому интересно, как у нас что здесь, я расскажу поподробнее. Так, переместимся в спальню. В спальню. Тут у нас тоже беспорядочек. Здесь мы использовали цвет, он должен был быть светло-серый, возможно, на камере он немножко синит, либо серит, но светло-светло-серый. Ну, здесь он все равно по-другому немножко выглядит. Вот по моему цветовосприятию он немножко в синий отдает. В голубизну, да. Но не знаю, как на камере, насколько это точно выглядит. Но по палитре должен быть светло-светло-серый. Прям вообще слегка серый. Может сказать, кому-то даже белым будет казаться. Но все, кстати, цвета я приложу.
белая панелька. Не знаю, насколько она передает. Возможно, еще освещение такое. Вот. В принципе, это пока комната-склад. Еще даже розетки не успел поставить. Вот они все валяются. Закуплены, но валяются. Что, пойдем в самую интересную и сложную для нас комнату. Посмотрим. Расскажи предысторию. Супруга хотела предысторию сказать. Она хотела такую контрастную комнату с интересным цветом, чтобы ламинат очень сильно контрастировал с полами и комната смотрелась интересно. Для этого у нас был выбран темно-синий цвет, такой благородный. Номер цвета сейчас приложу в описании тоже. Либо картинками вставим. Но, к сожалению, немножко не получилось, потому что все вот эти предыдущие цвета, которые вы видели, зеленый, вот здесь серый, они мешаются на белой базе, а этот на C-базе, на прозрачной мешается. И, к сожалению, вот не получилось у нас сделать выкраску нормально. В 5 слоев в некоторых местах легло, а все равно с проплешинами. Давайте посмотрим. Это синяя комната, короче, чтобы было синячить интереснее. Во многих местах краска нанесена уже в 2-3 слоя, и все равно она не перекрывает, не укрылись-то как-то ложится, все полосами. Мы расстроились, потому что была приобретена, в принципе, 6 литров краски. Ну, сначала литр мы на выкраску взяли, вроде бы все нормально пошло, докупили 5 литров, начали выкрашивать остальные стены и поняли, что нифига не ложится. Возможно, в принципе, с одной стороны, это и хорошо, потому что комната достаточно, она небольшая, меньше, чем соседняя, и она темная получается. И, может быть, все-таки хорошо, что не ложится, мы ее сделаем немного темнее по цвету серой, чем соседняя, и будет все-таки посвободнее, попросторнее она смотреться. Тоже использовали краску Luxsense на белой основе, на прозрачной основе, и вот у нас она не легла. Не знаю, может быть, что-то мы неправильно делали, что-то правильно, но не получилось. Кстати, взяли латексную краску на белой основе. Ну, это другой. Раф какой-то. Ну, сказали то, что на белой основе это все перекроет хорошо, весь этот синий цвет. Поэтому здесь у нас также будет решение выполнено. Серая комната, серый балкон будет. Балкон пока, кстати, не оклеен еще у нас, не успеваем. Слишком много дел, хотим быстрее переехать. Но сама задумка в целом, просто если так посмотреть. Нет, сама задумка прикольная. Синего с таким деревом, конечно. Так, мы еще в этом видео не прощаемся с нашими подписчиками, потому что мы сейчас хлопнем и очутимся уже в покрашенной комнате. Это будет у нас... Магия монтажа. Магия монтажа у нас будет, так что сейчас будем в окрашенной комнате. Друзья, как и обещал после хлопка, показать, какой результат у нас получился по покраске последней комнаты. К сожалению, из-за переезда не успели показать комнату пустой. Сейчас она захламлена. Ранее видео или в будущем, или в предыдущем видео уже я говорил об этом. Уже сбился со счета, где какое снимаю. Поэтому хотелось бы показать цвет. Цвет у нас темно. Относительно спальни темнее серый цвет. Достаточно приятный. Намного светлее того синего, который мы выбирали. Можете обратить внимание на разводы на стене. Они образовались из-за того, что супруга красила остатками краски. Видимо, где-то белого пигмента попалось больше, и вот он оказался светлее. Краску мы использовали в этот раз не Luxsense, а RAF. Латексная матовая краска. По качеству хорошенько достаточно закрасила. Колеровка цвета у нас по Leroy производилась вот по этому артикулу. Если кому-то будет интересно, кому понравился цвет. Балкон все также не покрашен. Цвет замечательный, нам очень нравится. В некоторых местах, возможно, супруга торопилась, у нас остались некоторые вкрапления синей краски, но это видно только вот вблизи. Вот такие цветовые решения мы применили у себя в ремонте. Если вам понравилось, ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь вашими впечатлениями в комментариях.
Спасибо еще раз за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Увидимся в новых роликах.